Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я начну шить пэтчворк одеяла. Даже не одеяло, а плед или покрывало, потому что оно будет не очень толстое. Вот такие ткани я подобрала. Это все хлопок, и шить я буду из шестиугольников. Здесь вот цветовая схема. Вот тут еще я пробовала. Карандаши не совсем точно отображают цвет ткани. Но ничего. Каждый шестиугольник будет состоять из сердцевины. Это вот эта ткань. И по краю будет окантовка вот из этих трех цветов. Я построила на бумаге шестиугольник, наклеила на картон и вырезала шаблон сердцевины уже с припусками на швы. Вот здесь 15 сантиметров в готовом виде, 16,2 с учетом припусков. Здесь 13 и 14,2 соответственно. Окантовка в готовом виде будет 4 сантиметра, то есть полосы я буду нарезать шириной 5,2 сантиметра. Припуски везде будут по 6 миллиметров. Всего будет 86 целых шестиугольников, и по краям сверху и снизу 8 половинчатых, да, если можно так выразиться. Буду ли я выравнивать вот здесь по бокам или оставлю вот так, ну я уже посмотрю потом. Одеяло должно получиться примерно 1,75 на 2,20. Можно было бы и поменьше сделать шестиугольники, но, как вы знаете, чем меньше деталей, тем больше ткани уйдет в швы. А вот этой ткани конкретно у меня всего 1,5 метра, и мне ее хочется раскидать по всему одеялу, чтобы видно было вот этот узор. Если я буду мельчить, то узора видно не будет, а ткань эта дорогая, ну мне жалко ее кромсать, поэтому решила сделать так. Не буду задерживаться, сделаю декотировку ткани и приступлю к крою. Декотировать я буду горячим утюгом с паром. Смотрите, сейчас я буду выкраивать полоски из этой ткани. И у меня здесь довольно четкий, ярко выраженный геометрический узор. Мне нужно полоски было выкраивать 5,2 сантиметра. Но я померила, если я начну вот от этой линии, да, вот по этим точкам, скажем, то у меня 5,2 закончится здесь где-то. Затем где-то здесь. Опять где-то здесь. То есть у меня постоянно идет смещение узора. Когда я буду этой полосой, вот этими полосами окантовывать шестиугольники, где-то у меня одна полоса закончится, да, начнется вторая, и будет смещение этого узора. Будет некрасиво. Поэтому я, смотрите, что сделаю. Я померила вот от этой точки до этой у меня 6 сантиметров. Я вот с таким шагом буду нарезать полосы по 6 сантиметров вместо 5,2. И потом, когда я уже соберу блоки вот эти бирюзовые, да, с бирюзовой окантовкой, я просто по краям подрежу.
Я нарезала полоски 3 цветов, отсчитала, сколько мне нужно будет шестиугольников обшить бирюзовыми, горчичными, бордовыми. И полоски я, конечно, нарезала не все. Я их потом буду подрезать, если мне что-то будет не хватать. Не хватать будет, конечно, потому что, ну, я не знаю точно, сколько мне их надо. Поэтому я вот немножко нарезала. Да, лучше потом подрезать, чем нарезать сразу много, и потом они останутся. Сверху я решила вот такую нитку поставить, а снизу вот такую. И шить я буду стежком не крупным, 2-2,5 миллиметра, потому что вот эти полоски сточные я потом все равно шестиугольники все буду подравнивать. И, возможно, где-то отрежу, да, прямо по шву, и чтобы он у меня не разошелся, поэтому сделаю помельче. Здесь я уже приготовила гладильную доску с утюгом, чтобы отутюживать каждый шов. Ну, я уже говорила об этом в предыдущем видео. Это золотое правило в пэтчворке. Сделали шов, да, стачали 2 детали, разутюжили или отутюжили припуски, или заутюжили на одну сторону. Затем следующий. И так по порядку. То есть каждый раз прошили, отутюжили, прошили, отутюжили. Итак, начну. Сейчас я выполню первый шестиугольник и покажу, как это делается. Смотрите, первую полоску я не так прикладываю, а вот так. То есть здесь я ее выдвигаю примерно настолько, вот на ширину самой полоски. Кстати, вот здесь вот надо срезать кромку, естественно. Ну, кромки я вообще не люблю, из них я ничего не шью, поэтому я их отрезаю и выбрасываю. Вот так примерно приложили, да, сложили лицом к лицу. И первую полосу притачивать я буду не от самого начала, вот здесь, да, вот от этого уголка, а вот где-то от серединки и до сюда. Ну вот можно вот таким образом, да, повернуть. То есть вот от серединки и до сюда. Ровненько совмещаю срезы. И эти срезы я кладу под лапку так, чтобы у меня вот этот край лапки, ну вот со срезами был вровень, да. Иголка у меня спозиционирована тоже так, чтобы припуск был 6 миллиметров, который я запланировала. Теперь, ничего не обрезая, вот это место, вот этот припуск нужно будет заутюжить от центра на полоску. Припуски заутюжила я, но только в этой области, да, здесь я ничего пока не приутюживала, не заутюживала. Теперь нужно вот здесь вот так обрезать. Можно, конечно, ножницами воспользоваться, да, и ровненько обрезать. Но я вот таким образом лучше возьму мат небольшой, положу ровно линеечку вот по этому краешку и обрежу. Еще важно, когда вы будете притачивать полоски, старайтесь ничего не растягивать и не собирать, да, то есть ткани вот ровненько как легли, так вы их и притачиваете. Теперь вот эту полоску вот сюда прикладываю. Да, можно, наверное, с другого конца начать. Вот здесь совмещаю концы. И притачаю ее полностью. Теперь точно так же, ничего не обрезая, сначала приутюживаем вот этот шов. То есть заутюживаем припуски, опять же, от центра на полоску. Теперь точно так же обрезаем.
Прикладываем следующую. Так, может быть, ну здесь они уже обе с уголками с двух сторон, поэтому притачиваем. Опять же, ничего не обрезая, приутюживаем вот таким образом. То есть припуски, опять же, от центра на полоску. Точно так же отрезаем. Следующую. Все аналогично. Сейчас я сделаю эту и покажу последнюю. Эти две я уже показывать не буду, уже буду сразу же показывать последнюю. Последнюю полоску я буду начинать с новой полосы, потому что у меня не хватило 80 сантиметров, да, ширина ткани была, вот у меня длина полос по 80 сантиметров не хватило, остался вот такой кусочек. То есть у меня будут ну, определенное количество вот таких вот кусочков, потом из них что-то я буду придумывать. То есть, ну, вот так же притачиваем ее, как обычно, да, как вторую, третью, четвертую, пятую от начала и до конца. Припуски я заутюжила и также обрежу сейчас. И теперь вот этот оставшийся кусочек, смотрите, вот таким образом прикладываем и притачиваем от сюда и до конца до сюда. Припуски я тоже заутюжила. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. И теперь объясню, зачем я первую полоску выдвигала. Если бы я ее начинала притачивать вот отсюда, у меня последняя полоска вот таким образом бы легла. И здесь получился бы маленький треугольничек. Мне этого не хотелось. Мне хотелось, чтобы полоски накладывались друг на друга по кругу, что в принципе я и добилась. Теперь, ну, я отрежу уголки вот эти, да, ненужные. Я потом, конечно, буду подравнивать все блоки перед тем, как их между собой стачивать или вообще что-то с ними делать. Вот, смотрите. Вот такие шестиугольники. Ну, сейчас аналогичным образом выполню все. Одна ночь может изменить многое, но вы не подумайте ничего такого. Я успела простыть, разочароваться, позлиться на себя и провести голосование. Вчера я нашила вот этих горчичных и бирюзовых шестиугольников. И еще не начиная делать бордовый, мне захотелось полюбоваться промежуточным результатом. Я вот таким образом приложила полосочки бордовые. И смотрите, что получается. Сердцевина моя красивая в этом бордовом потерялась. Он, как мне кажется, ну и как, наверное, видно вам, слишком насыщенный. И здесь много белого. Ну, вообще, как коровье седло. Здесь этот бордовый. Я перетряхнула свои запасы и выбрала вот такие цвета. Вот коричневый и вот такой красный, который я вообще изначально планировала сюда применять. Но опять же закрались сомнения. Коричневый, красный. Я разослала эту фотку своим друзьям, знакомым с вопросом: коричневый или красный. Ну, коричневый был и моим фаворитом, поэтому быть коричневому. А эти нарезанные бордовые полосы означают, что следующий проект уже не за горами. И что я вам хочу сказать, дорогие мои. Вот не зря я записалась в Академию лоскутного шитья Лады Христенко на курс цветоведения. Жалко только, что времени начать учебу в полную силу у меня пока не хватает. Но ничего. Хорошо, что там можно учиться в своем темпе. Хоть за месяц курс можно пройти, хоть за год.
Вот там-то меня и научат правильно распознавать коварство вот таких цветов, да, непонятных. Вроде бы и бордовый, но обилие белого уже дает совершенно другой результат. Подбирать, красиво комбинировать, а не кромсать почем зря ткани. У кого такие же проблемы с подбором тканей, для вас ссылка на курс в описании под видео. Ну а я, я начну резать коричневый. Шестиугольники я все обтачала полосками. Они у меня все отутюжены уже в процессе шитья. И теперь я уже вот приступила к выравниванию. Для этого я сделала еще один шаблон. Построила шестиугольник уже без припусков на швы. Вот здесь вот 13 и 15 у меня. И добавила с каждой стороны по 4 сантиметра, как я и планировала. Центр большого шаблона я вырезала, чтобы понимать, где вообще шестиугольник находится, где находится сердцевинка. Вот таким образом прикладываю и с помощью линейки для пэтчворка и ножа буду выравнивать. Ну, естественно, осторожно, чтобы не порезать сам шаблон. Я заканчиваю выравнивать шестиугольники, и дальше я не буду показывать, какая я молодец, с помощью своей машинки с большим вылетом рукава. Соберу полотно, сделаю сэндвич и простекаю его. Ну зачем? У большинства зрителей, я уверена, таких машинок нет. А мне хочется, чтобы каждый, у кого есть простая машинка, имел возможность шить большое одеяло. При наличии каких-то навыков, конечно. Можно и на маленькой машинке сшить одеяло. Но я помню, как я шила взрослое одеяло. Сворачиваешь в рулик, первые полметра с каждой стороны простегать вообще не проблема. А потом, приближаясь к центру, начинаешь кряхтеть, пыхтеть, бороться с этой массой под названием одеяло, подпихивать ее под лапку. На нижней стороне получаются защипы, порежь, снова борешься с этим всем. Поэтому покажу вариант сборки, который позволит собрать большое одеяло на любой машинке, да хоть 2 на 3 шейте. И не обязательно это должны быть шестиугольники, можно сделать попроще, взять квадраты, треугольники, да что хотите. Эту ткань я буду использовать в качестве обратной стороны одеяла, это тоже хлопок. И по этому шаблону, по которому я равняла эти шестиугольники, я вырежу такое же количество шестиугольников общее, которое у меня есть, да, и вот такие половинки. В качестве наполнителя я буду использовать вот такой синтепон, он не толстый. Ну, я уже говорила, да, что это даже не одеяло, ну, одеяло покрывало, летнее одеяло, то есть он не толстый. Ширина его, вернее толщина 1 сантиметр. Точно такое же количество шестиугольников вырежу и половинок. Шестиугольники для обратной стороны я нарезала, синтепоновые тоже готовы. И теперь можно приступать к сборке двухсторонних блоков. Кстати, этой ткани у меня не хватило, ее было 4 метра, если я не ошибаюсь, при ширине 80 сантиметров, поэтому мне пришлось и вот эту ткань тоже применить. И обратная сторона у меня будет, ну, такая тоже веселенькая, не однородная, не скучная какая-то, желтая. Теперь, смотрите, складываем лицом к лицу. Да, еще важный момент. Вот здесь, если вы помните, полоски я нарезала несколько шире из-за рисунка вот этого, да, геометрического. И много здесь обрезала. Поэтому вот в этом месте я поставила закрепку. Здесь я уже не ставила, а здесь сделала. Для чего? Смотрите. Вот мы сложили лицом к лицу, приложили на синтепон. И стачивать нужно... Ну вот отсюда начиная, вот так по кругу, да, и заканчивая здесь. То есть открытый участок для того, чтобы вывернуть. Когда я буду выворачивать, ну понятно, да, для чего закрепка, чтобы вот этот шов не разошелся.
У меня синтепон не лохматый, он шьется очень хорошо. Я его вот так вот вниз делаю, да. Если у кого-то синтепон лохматый, зацепляется за транспортер или, ну, вам удобнее, может быть, поверху шить. Ну, я рекомендую шить вот таким образом. Строчку прокладывать, ориентироваться по краю здесь. В любом случае, если у вас синтепон будет зацепляться, вот вам, пожалуйста, туалетная бумага, самая дешевая, в помощь. Прокладываете вниз, да, вот таким образом и шейте. Ничего зацепляться не будет, отрывается она легко. Сейчас покажу, как выполнить вот такой блок готовый. Когда блок стачен, ну вот я булавками его прихватывала, да, чтобы не сместилось с каждой стороны по одной. Теперь нам нужно вот этот лишний синтепон, ну вот таким образом. Не нужно тут что-то вымерять, прямо, да, вот так вот. Ну, буквально просто его срезать. Обрезки эти, конечно, я не выкидываю. Я их потом пущу на мягкие игрушки или какие-то другие, да, цели. Что-то им набить. Это делается для того, чтобы потом вот в этих местах не было слишком толсто. Слишком толсто и слишком жестко. И здесь то же самое. Ну, здесь я вот где открытый участок чуть побольше срезаю. Теперь уголочки все по кругу. Слишком близко к строчке не нужно резать. 2 миллиметра где-то от уголка я отступаю. Теперь нужно вывернуть и уголочки выправить. Ну, я вот этой штучкой выправляю. Это для открытия писем. Здесь довольно-таки такой кончик острый, в то же время он не протыкает ткань. Аккуратненько туда залезаем, чтобы синтепон не повредить, да, не растребушить его там как-то. Каждый уголочек выправляем, чтобы уголочки были остренькие. Теперь блок нужно отутюжить. Вернее, не сам блок. Сам блок вы, конечно, не трогайте, иначе он примнется, прижмется и не будет объемным. Утюжить нужно вот в этих местах по краю буквально полсантиметра. То есть вот припуски. Ну, здесь их можно потрогать, да. Выправляете и утюжком приутюживаете. Так, 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 чтобы у вас края все были ровненькие, аккуратненькие, четкие уголки. У вас должно получиться вот так. Вот, смотрите. Так, где у меня открытый участок? Вот у меня открытый участок. Припуски я тоже туда внутрь загнула и приутюжила. Когда у меня будут готовы все блоки, я их все простегаю. Вот по периметру этого внутреннего шестиугольника прямой строчкой. Никаких декоративных строчек, фигурных стежек я делать не буду. Считаю, это здесь ни к чему. И собирать блоки я буду пооперационно. Сначала я стачаю все. Затем на всех я обрежу уголки. Излишки синтепона вот здесь по краю выверну. Затем на всех выправлю уголочки и отутюжу по периметру, да, если можно так выразиться. И затем уже все простекаю.
К концу 6-го дня я вышла на финишную прямую и начала уже сборку. Сейчас покажу, как нужно собирать, а затем уже покажу то, что я уже собрала. Чем удобен этот метод, что сборка здесь идет по схеме. Не нужно освобождать какое-то пространство на полу или еще где-то. То есть собираем по схеме. Вот у меня первый ряд, я смотрю, коричневый, бирюзовый, снова коричневый, бирюзовый и так далее. Соединяю между собой блоки, плотно прикладываю. И соединять их можно зигзагом. Ну, я другой строчкой, у меня на машинке есть строчка декоративная, но можно зигзагом. Как я уже говорила, плотно друг к другу приставляем детали. Зигзаг ставим самый широкий, скажем, 5 миллиметров. Если у вас есть на машинке 6, ставьте 6. И зигзаг не плотный. Длина стежка примерно 3,5-4 миллиметра, чтобы не получилось здесь слишком жестко. То есть соединяю вот в этих местах весь ряд. Затем следующий ряд. Также по схеме. Бирюзовый, желтый, снова бирюзовый, желтый и так далее. Ряд в ту сторону. Затем соединяю первый ряд со вторым. Далее собираю третий ряд. Так, желтый, коричневый, снова желтый, коричневый. И уже к этим двум рядам, да, притачиваю третий ряд. И притачиваю я таким образом, что у меня под рукавом машинки все время только вот этот один ряд. Этот, ну, на столе, да, как-то свободно. Повороты здесь не очень крутые, поэтому, ну, достаточно легко это все собирается. Не нужно все одеяло протаскивать через это маленькое пространство. То есть достаточно все удобно и просто. И как вы уже поняли, длину рядов можно делать, ну, я не знаю, у меня вот сколько, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Можно и 10, и 15 делать, ну, сколько угодно. И рядов, конечно, можно делать тоже сколько угодно. То есть одеяло можно собрать любого размера. Сейчас покажу, что я уже собрала. Вот я с другого края начала. Вот так это выглядит. Достаточно прилично. С изнаночной стороны тоже все очень аккуратненько. Когда я закончу сборку всего одеяла, я, видимо, здесь еще добавлю уголки. И затем уже окантую. Чем, я еще не знаю. Посмотрю, какая ткань у меня. Желтой точно нет. Есть бирюзовая. С бирюзового я, видимо, буду делать уголки. И хочу подчеркнуть, когда вы вот эти блоки соединяете, плотно нужно, чтобы они друг к другу прилегали, чтобы не было никаких зазоров, иначе у вас одеяло получится с вентиляцией. Продолжу сборку, сделаю вот эти уголки, окантовку и покажу уже готовое одеяло. Вот еще хочу показать. Вот такая у меня строчка декоративная. Если у кого-то есть, можно использовать ее. Если нет, зигзаг. Смотрите, одеяло я не скручивала, не сворачивала, никуда его просовывать не нужно. Оно лежит спокойно на столе, никакой борьбы у меня с ним нет.
Из тех обрезков полосок, которые у меня оставались, я сделала бейку и использую ее для окантовки одеяла. Пришиваю я вот с этой стороны, с изнаночной вручную, с лицевой стороны я притачала на машинке, а здесь вручную через край. Стежочки делаю мелкие, примерно 4 миллиметра. И захватываю тоже совсем немного, буквально 1-2 миллиметра. Вот так выглядит одеяло с изнаночной стороны. И если бы я знала, что у меня этой желтой ткани не хватит, но я не знала, то я бы, конечно, помимо синего, может быть, еще и какой-то другой цвет приготовила. И изнанка, ну, обратная сторона одеяла была бы поинтересней. И сейчас на экран я выведу расход ткани. Если вы захотите сшить подобное одеяло, рекомендую взять ткани немножко побольше, с запасом каждого цвета, ну сантиметров 30-40. Я не то чтобы очень опытная, но я уже не помню, какое по счету это одеяло, 15-16, но я крою очень экономно, у меня практически нет выпадов, нет каких-то обрезков ненужных. Поэтому, ну, будет, я думаю, надежнее просто, если вы чуть-чуть с запасом возьмете. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Одеяло, ну, как мне кажется, получилось очень красивым. Выполнено все аккуратненько. И размер его получился 1,75 м на 2,20 м. Хорошее, большое, взрослое одеяло. Не бойтесь пробовать, экспериментировать, шейте. Я думаю, у вас все получится. На этом я буду прощаться. Если вам понравилось мое одеяло и мое видео оказалось вам полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.